Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Уже больше месяца я с этим самокатом, это Navy N65. Сегодня я хочу рассказать вам какие-то моменты, которые я смог выявить в процессе эксплуатации. Примерно месяц назад я записывал первое видео с рассказом о том, что интересного из себя представляет этот самокат, технические характеристики, обзор и первое впечатление. Сейчас, смотря на это видео, я понимаю, что есть какие-то моменты, которые надо скорректировать. Сейчас, переходя на страничку с AliExpress, где продается этот электроскутер, я понимаю, что да, там есть момент, который немножечко завышены. Тем более, что ребят, которые отправляли мне этот самокат, они говорили: Филипп, запиши, пожалуйста, два видео. Первый обзор, второй опыт использования. Я говорю: ребят, ну а если вдруг вылезут какие-то моменты, которые мне не очень сильно понравятся и так далее? Они такие: Филипп, без проблем, записывай. Я такой: ну, хорошо. Давайте тогда запишу свой опыт использования, тем более, что сейчас цена на этот Navy N65 стала еще меньше. По-моему, с 27 июня стартует распродажа и будет специальная цена в 40 тысяч рублей с копеечками. Это, естественно, все зависит от современного курса. В общем, едет ли он 65 километров, которые были заявлены, хотя понятное дело, что не едет, что там с мощностью, езде по пересеченной местности, насколько с ним удобно ходить, потому что он весит 23 килограмма. Почему он тяжелый, здесь все понятно, потому что он сделан из высокопрочной стали, для того, чтобы он не развалился. Он выдерживает 120 килограммов, а я со своей дочкой катался, а это вместе порядка 150 килограммов. Поэтому, конечно же, он должен быть прочным. В общем, вот эти все моменты, давайте расскажу. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! И я, конечно же, буду говорить и плюсы этого самоката, и минусы. Первый, наверное, и главный плюс этого самоката — мне на нем ездить комфортно. Он большой, удобный, большие 10-дюймовые колеса, 3 дюйма толщина. Можно действительно ездить по любой местности. Вот я сейчас сижу здесь в парке, и я сюда доезжаю на самокате. Соответственно, песок неглубокий, да, по пляжу вы не сможете ехать. Асфальт, плитка, пересеченная местность, все что угодно, можно без проблем кататься. Это круто. А что не круто? А не круто то, что конструктивная особенность этого самоката такая, что подножка, на которую он опирается, когда встает, она очень низко. То есть у тебя расстояние остается до земли, клиренс очень немного. Поэтому огромное количество предметов, которые лежат на земле, бордюров, лежачих полицейских, ты цепляешь. И, конечно же, можно в какой-то момент зацепить настолько, особенно если ты будешь ехать на хорошей скорости, что, во-первых, ты упадешь, а во-вторых, ты можешь без проблем просто испортить эту подножку. Безусловно, ножка там, конечно же, сильная, но то количество раз, которое вы будете врезаться в другие предметы, всякие лежачие полицейские и так далее, могут все-таки ее разломать. Поэтому с этим моментом надо быть очень аккуратным. Но люди классные существа. Значит, есть те, кто наступает на грабли и продолжают на них наступать, есть те, кто учатся на своих ошибках. Ну а я, несколько раз влетев в препятствие и черканув этой ножкой, в итоге проезжаю препятствие осторожно. Ну и в принципе еще что можно сказать: клиренс не очень высокий. Поэтому, когда ты перемещаешься по земле, в целом нормально, но опять же, по ребрике, всякие бордюры и так далее. Я использую два слова: и поребрик, и бордюр, чтобы никто не расстраивался, ни Питер, ни Москва, ни все остальные. Напишите, кстати, в комментариях, вы называете поребрики или бордюры. Короче, вот там надо быть очень осторожно. Это первый минус. Какой еще плюс у этого самоката? Но, вы знаете, это стало определенным прикольным развлечением для меня с моими детьми. Заявленный вес, который можно на нем катать, это 120 килограммов. Я вешу 115 килограммов. Я ради интереса покатался со своими детьми. Нормально, вообще. У меня Амелия весит 20 с лишним килограммов, мы вместе с ней по лесам, по долам, по полям. Вообще отлично. Она довольная, счастливая, пищит. Сама, конечно же, она на этом самокате не может кататься. Старшие дети могут, да. Оскар 9 лет, Платон 12 лет, без проблем могут на этом самокате кататься, но я там тоже объясню некоторые нюансы, которые касаются катания детей. Но Амелия просто счастлива. То есть что мы имеем? Заявленный вес 120, но в целом, если очень хочется, можно и кататься типа 130 и 140 даже. Подозреваю, что это может негативно сказаться на самом самокате, что он в какой-то момент может не выдержать. Но моя задача была испытать, да, попробовать, как это работает и так далее. Я попробовал, нормально. Поэтому это еще один плюс. Ну а какой минус? Ну давайте как раз таки про детей. Если вы дадите ребенку этот самокат, скорее всего, он с первого раза, да что там с первого, со второго, с третьего не сможет просто так разложить его и собрать. Точнее так, раскладывать его достаточно несложно, а вот собирать проблематично. В чем сложность? Сложность в двух креплениях, которые у нас здесь есть. Они достаточно жесткие. Жесткие настолько, что мой 9-летний Оскар не может подвинуть их так, чтобы они соединились. То есть, знаете, тут есть интересная история. Если посмотреть большое количество обзоров именно на этот самокат, вы увидите, что люди в целом нормально собирают и разбирают. Я тоже могу сказать, что в целом я без проблем
проблем его собираю и разбираю, и это занимает примерно 10-15 секунд. Когда ты наловчился, когда ты знаешь, где чего надо нажать. Но есть ребят, которые на YouTube записывали ролики, и у них не получается нормально разбирать и собирать эти самокаты. И они, соответственно, говорят, что вот, какая плохая конструкция, не получается разобрать и собирать. Например, у кого-то там не складывается рулевая рейка. Допускаю, что может быть какая-то конструктивная особенность, либо просто не дожал вот этот фиксатор, потому что его надо именно до конца дожать, чтобы рейка начала складываться. И вот я точно могу сказать, что дети с этим моментом не справляются, и для них это проблема. То есть они не могут разобрать или собрать самокат самостоятельно. А, соответственно, сами по себе они использовать его пока особенно и не могут. Да и, в принципе, я бы сказал, что детям, там, наверное, до 10 лет не надо кататься на таком самокате самостоятельно. Все-таки это достаточно дорогая игрушка, мало ли что случится, и она опасная, самое главное, да, потому что дети — существа такие безумные. Я думаю, что если вы были на склонах когда-нибудь, катались на горных лыжах или на сноубордах, вы видели, как эти безумные 5-летние дети просто катятся вниз, вообще без страха. Поэтому здесь дети тоже полезны, какую-нибудь проезжую часть и так далее. В общем, это опасная штуковина, и поэтому детям, конечно же, одним не надо на ней кататься. И еще один важный момент, который касается веса. То, что этот самокат весит 23,5 килограмма, с одной стороны, это хорошо, потому что это дает его устойчивость. Я большой дядя, качусь на большом самокате, прикольно. Но с другой стороны, моя Александра, супруга, она, конечно, сказала, что нет, вообще нет. И у меня вообще вопрос к девушкам. Если кто-то сейчас из девушек смотрит, 23 килограмма весит этот самокат. У части из вас есть дети. Как вы думаете, одной рукой поднять своего 23-килограммового ребенка? Насколько это комфортно и сколько вы его можете пронести? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Просто готова ли девушка носить 23-килограммовый самокат? Ну, что значит носить? Ну, предположим, там пешеходный переход, да? Где-то спустить, а где-то и поднять. Возможно, там лестница, еще что-то. Да или просто надо его сложить и положить, например, в багажник в машину. Насколько это комфортно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И что супруга моя с этим делом не справляется, что, конечно же, детям 23 килограмма утащить — это вообще большой-большой геморрой. Кстати, Саша моя очень хотела донести некоторую информацию до вас, так что давайте ее послушаем. Честно говоря, мне немножко страшно на этой штуке кататься, поскольку скорость быстро набирается, но на любой кочке подскакивает, может остановиться, может врезаться. Достаточно маленький просвет снизу, за счет чего даже небольшой перепад в тротуаре с поребриком, с бордюром, это очень ощутимо. Конечно, девочкам нужно обязательно продумывать весь свой маршрут. Если где-то есть ступеньки, то поднять его невозможно. Ну, во всяком случае, если у вас есть желание 23 килограмма потащить на себе, у меня такого желания нет, и вам я тоже не советую. Ну, девочкам имеется в виду. На днях у меня сломалась машина, и мне нужно было доехать до работы, это приблизительно 1 километр, и я, в принципе, торопилась, и было удобно взять самокат, спустить его на лифте, встать на него и доехать до работы, когда по асфальту, когда нету особо много людей вокруг, на которых можно наткнуться. И на работе у меня тоже есть лифт, на который я спокойно поднялась в свой кабинет. Так ездить удобно. Самокат не занимает много места, его можно оставить спокойно на работе. Само устройство электросамокат штука прикольная. Иногда можно воспользоваться. Наверное, здорово иметь ее дома в качестве определенного гаджета для всей семьи. Но не уверена, что это прям необходимо. Следующий момент касается того, как долго можно на этом самокате кататься от одного заряда. Споры по поводу этого в комментариях, да и вообще между техноканалами были очень большими. У кого-то он катается мало, у кого-то он катается много. Производитель заявляет гордые 65 километров, но это, давайте так, идеальные условия, которые недостижимы. Вот я вешу 115, 30 километров вообще без проблем. Конечно же, многое зависит от того, как ты ездишь. Если ты едешь ровно по дорогам, без каких-то сильных уклонов, разгонов и остановок, то здесь, конечно же, расход у нас будет меньше, как в автомобиле. Едешь по трассе, расход 6 километров, едешь по городу 20, в итоге в смежном варианте получается 13. Ну, соответственно, у Саши расстояние, которое она проедет, будет гораздо больше, 40-50 километров. Наверняка 65 не будет, но километров 40-50 точно. Что касается взбирания на горку и так далее, нормально практически все горки, вот которые у нас есть на местности, вот такие непостроенные, заезды, съезды с набережных, там, не знаю, какие-нибудь мосты и так далее, все это без проблем. Еще были споры по поводу того, сколько же заряжается этот самокат. Ну, я бы сказал так, просто на ночь себе ставишь, да, или приезжаешь на работу, ставишь на зарядку, у тебя все равно самокат будет сидеть на зарядке часов 5, 6, 7, ну, соответственно, вот этого времени достаточно. Я лично с секундомером не сидел рядом и не замерял, что он там 5,44 или там 6,02. Порядка 6 часов, ну, окей.
Еще хочется добавить пару моментов по поводу эксплуатации. Значит, первое, плюс. У нас есть хороший экран, на котором отображается много информации, ты можешь выбирать различные режимы перемещения. У нас есть 4 передачи от пешей до 20 км в час. 25 это ограничение на территории России. Кстати, когда вы планируете быстро ездить, я напомню, что лучше, конечно же, надевать шлем. И еще, что самое интересное, при покупке этого электроскутера, шлем, какая-то сумка и еще держатель для телефона, эти вещи идут в подарок. Так что обратите на это внимание. Экранчик хороший, но, конечно же, при таком ярком освещении, под солнечными лучами, его видно слабо, реально слабо. То есть надо прям посмотреть, может быть, даже руку приложить. Понятное дело, что тебе не надо на него постоянно смотреть, это хорошо, он просто у нас есть для информации. Но в целом надо вглядываться. Еще один момент, который касается, в принципе, езды на самокате. У нас достаточно широкая подножка, можно смело размещать 2 ноги. Я катался с ребенком, тоже без каких-либо проблем. Но самое главное, вы ногу ставьте вот сюда, к задней части. Потому что если вы ногу ставите на переднюю часть, то любое препятствие, на которое вы наезжаете передним колесом, будет, возможно, являться для вас критическим. Вы можете полететь через руль. По тормозам такая же история. У нас есть передние тормоза и есть задние тормоза дисковые. Поэтому если вес вашего тела будет немножко смещен на переднюю ось, да вы еще и тормознете тормозом, можете тоже кувыркнуться. Поэтому помните, всегда немножечко смещайтесь назад. Кстати, если у вас есть дети, пару слов хотела передать вам моя 6-летняя Амелия. Меня зовут Амелия. Я сейчас сижу на самокате. Я бы могла на нем кататься, когда мне было 7 лет. Я когда каталась на нем с мамой и с папой, я только 1 раз ударилась животом, и все. Я бы этим детишкам, которые смотрят это видео, я не знаю, папа. Короче, друзья, ну вот такой вот опыт использования электросамоката Navy N65. Могу ли я вам его не рекомендовать? Ну, только с учетом того, что он тяжелый. Вот это, я бы сказал, главная трудность для большинства, наверное, девушек и для какого-то количества парней тоже. 23 килограмма тяжело. Ну и клиренс, да, это второй нюанс. Во всем остальном мне этот самокат нравится. Хорош как для перемещения, как для развлечения, как для какого-то отдыха, взаимодействия там с детьми и так далее. Понятное дело, посмотрите разные обзоры. Понятное дело, посмотрите разные скутеры. Найдите там на YouTube ролики типа 5 лучших электроскутеров 2022 года. Посмотрите, поищите. Если подойдет, берите этот. Если не подойдет, берите какой-нибудь другой. Сейчас хороший курс, на Алиэкспрессе хорошие цены. На этом все. Очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это честный блог. Не болейте, счастливые, пока.